Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня будем играть на Керри Эгиде. Это сразу вас предупреждаю. Давно такая забытая мета. Помните, я раньше вам показывал сборку. Это боги, полуорки плюс морские. Морские, я думаю, всем понятно по естественным причинам, почему мы берем. Но сегодня я хочу попробовать повторить эту сборку. Но не факт, что конкретно будет именно такая сборка. Это боги, полуорки плюс морские. Посмотрим. Посмотрим, как оно будет идти и от чего отталкиваться. Я очень надеюсь, что Эгида мне придет довольно-таки рано. Потому что, знаете, я как-то последним временем вообще в свою удачу не верю. Потому что, ну, не идет, хоть ты тресни. Вон, ЦМочка пришла, петух пришел ранний. Будем играть через синергию наблюдателей, естественно, мы добавляем. Потому что синергия наблюдателей дает на таргетную способность плюс одну цель. Для Эгиды это, естественно, будет две цели без призмы. С призмой это будет 3 цели, в которые она будет кидать косу. Вот. По легендаркам здесь на самом деле очень жестко. Если там кто-то соберет очень жесткий стол и соберет нужные легендарки, то, скорее всего, моя сборка пойдет в труху. Но даже так, с героем второго тира занять второе место, либо третье место, это будет не зазорно против, соответственно, вот таких вот легендарок и реликвии. Так, надо жреца брать по-любому, потому что я что-то не особо верю в свою удачу, если откровенно честным быть. Не знаю, может петуха продать, он мне не нужен. Короче, присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Но кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Также, ребята, напоминаю, что сегодня будет стрим. Стрим будет по ТФТ. Я уже, знаете, более такой прошаренный типочек. И я думаю, что еще некоторое время мне нужно будет, и я буду пробовать выпускать ролики. Ну, там, 1-2 выпущу, там, посмотрим, как оно будет, насколько понравится, насколько доходчиво будет. То есть, ну, я просто сейчас еще до сих пор в себе не особо уверен. Можно было бы, конечно, сейчас шапку взять, но, если честно, я не хочу шапку брать. Я хочу найти плащ-пальто. Вот. Не знаю, получится у меня забузить одного БХ или не получится. Или лучше апнуть его сразу в 2 звезды. Ладно, апаем в 2 звезды. Сначала озвучил мысль, потом в это время беру апы. Ну, гениально. Настроение у меня сегодня шикарное. Я надеюсь, что бог рандома меня не подведет. Если что, на сегодня это моя вторая игра на Эгиде. Первая игра была просто ужасной, потому что никто не собирал Эгиду. Я ролился на 6 уровне, и по итогу я Эгиду собрал к раунду, так, по-моему, 33-му или 34-му. Короче, там ужасно было все. Эгида тупо не шла, Кез не шел. Предметы, вот предметы были хорошие. Вот единственное, что не могу обкекать, это то, что реально предметы были хорошие. Блин, так хорошо идет. Так хорошо идет. Есть 2 петуха, можно было бы их поставить. На самом деле, ну, если был бы Кес, я бы 100% так сделал, потому что тогда у меня бы петухи стреляли по ПТУ целям, и это было бы прям нормально так по урону. Вот. Вот. Что-то еще хотел сказать. Мне там в комментариях просили записать духа пятерку. Ребят, я сейчас объясню причину, почему я не особо стараюсь записывать духа пятерку. Чтобы вы понимали, как работает сейчас дух пятерка. Дух пятерка работает следующим образом. Если вы нанесете 2 вида контроля, то нужно будет 3-й вид контроля, чтобы дух пятерка активировал свою пассивную активку, или как-то пассивную способность, которая наносит урон. То есть из-за чего его раньше брали, это из-за того, что у него была лютая пассивка, которая дохренища урона накидывала. Сейчас же это работает иначе, и нужно, чтобы целых 3 раза вы нанесли какой-либо контроль, то есть стан, сайленс и стан. И тогда сработает, соответственно, пассивка духа пятерки. И из-за этого его очень трудно реализовать. Очень трудно. Ну и контрится он просто гритерами, и все. Именно по этой причине я духа пятерку не особо пытаюсь реализовывать. Это не особо актуально. Но я по-любому это сделаю. По-любому вам запишу духа пятерку. Вот. Раз просили. С Никсом такая же самая тема. Я постараюсь это сделать. Все запишу. Знаю, вы просите, пишете. Ну, не получается. Пока не получается. Особенно вот с Никсом это вообще отдельная история. Мне падает гребаный лич, но не падает Банши, не падает Никс, а это очень важно, чтобы они именно выпали. Ну и на самом деле нежить в текущем патче очень тяжело реализовать из-за того, что мета шаманов, мета инсектоидов, и делай, что хочешь, вот серьезно. И это на самом деле меня так подпаливает в некоторых моментах.
Ладно, какая стратегия у меня сейчас будет? Смотрите, стратегия на самом деле простая. Мы берем 6-й, копим денежку. На 15-м раунде мы берем талант левый. И, естественно, на минус 1 монетку для текущей фигуры. Ну и, соответственно, надо будет заблокировать синергию. Надо будет заблокировать синергию. Синергию буду блокировать эльфов, потому что эльфов слишком дохрена во втором тире. Вот, так, ладно, я пока что поставлю жрецов, потому что я в свой стол, если честно, вообще не верю. Лину хочу собирать еще сверху. То есть, какой я билд сейчас хочу сделать? Я хочу сделать вот этот тут просто, я его назову народный билд. Это маги плюс наблюдатели. Ну и, соответственно, керри и гида, Лина саппорт будет, как, ну, полусаппорт, полукерри можно его будет назвать, эту Лину, потому что она тоже будет лагуну по 2 целям накидывать. То есть приятный такой дополнительный бонус. Ну и маги это минус 85 магического сопротивления, что тоже как бы будет комфортиком. Вот. А там, уже будем смотреть по игре. Возможно, я сделаю себе в действительности это боги плюс полуорки. Вот так вот это будет. Ну, посмотрим, посмотрим. Не буду загадывать наперед. Поэтому посмотрим. Надеюсь, у меня все просто получится красиво. Агра мы по-любому берем. Напоминаю, что Огар это имба. Из-за того, что у него аура. И есть вероятность, что она откатит вам способность. Для Эгиды это прям сок. Потому что она не имеет маны. Она накидывает косу. И, соответственно, он может сразу откосить ей способности. И она сразу еще раз одну косу закилит. А так может 3-4 раза закинуть. Минимум по 2 целям будет лететь из-за того, что у меня будет синергия наблюдателей. То есть это прям, ну, такой сочный баф. Минусы. Эгида сейчас наносит себе 10% урона от максимального хп. То есть она себе косой наносит урона. И чтобы она наносила меньше урона по себе, нужно много магического сопротивления. То есть шар бездны, плащ-пальто, медальон первого тира. Все это надо. И вот, знаете, у меня сейчас такой вот момент, вот только что он созрел, этот момент в голове. Щит 5-го тира отражает свою же косу. То есть урон со своей косы. Я думаю, нет, но если вдруг кто-то проверил, то в комменты, пожалуйста, напишите. Это такой, знаете, сейчас очень интересный момент, о котором я задумался только сейчас. БКБшка, кстати, если что, игнорирует первую косу. Ну, если Огр откатит, то первые 5 секунд вы будете неуязвимы для своей же косы. Но в целом сборка выглядит у меня так. 6 магов, 2 наблюдателя и Эгида. Вот так вот сейчас выглядит эта сборка моя. Потом я буду отталкиваться, что мне надо. И в идеале, конечно, перестроиться в 4 бога, 4 полуорка и 4 морских. Особенно, если в этой игре будет тайт. Сейчас объясню, почему так. Смотрите, я могу докинуть себе немного воинов в такой сборке. Плюс я получу морских. Морские дают 60% понижения урона от способностей. И это очень жестко. Для Эгиды ты прям самый сок, особенно если ты шар бездны найдешь еще сверху. Поэтому нам по-любому надо будет и шар бездны, а там уже будем отталкиваться. То есть шар бездны это сейчас будет ключевым предметом. Сейчас посмотрим, что у меня, конечно, за реликвию упадет. Не дай бог мне сейчас упадет реликвия аптечки. Вот не дай бог. Знаете, вот по закону подлости, когда мне это нахрен не надо, мне может упасть сейчас реликвия аптечки. Когда она мне вообще не нужна. Ну, это уже другой. Или Хускар сейчас будет идти, что не в себя. Вот серьезно, тоже такой вот момент, что может сейчас Хускар идти просто, что не в себя. Кстати, если вам упала ранняя Эгида, и вам падает щит 2-го тира, вот этот Капитан Америки, который дает стаки, это тоже имбовый предмет под нее, потому что вы будете очень плотными. Да, вы не защитите себя от магического урона, но вы защитите себя от обычных тычек. И это многого стоит на самом-то деле. Плюс в конце можно и воинов будет поставить. Так, я беру блокировку синергии, напоминаю то, что я буду блокировать эльфов. Где они? Где они? Потерял. Нашел. Потерял. Потеряшка. Потеряшка. Вот. Вот. Так, медальончик дай. Медальончик сюда. Спасибочки. Хорошо. Так, все пока что более-менее прекрасно. Теперь копим деньги. На 15-м раунде берем левый талант и начинаем жестко ролиться. Тоже вам такой совет, если вы планируете какую-то сборку из 2-го тира героев, то лучше подкопите денег и на 15-м с помощью левого таланта, ну вы просто так больше сэкономите. Но надо отталкиваться тоже от ситуации. Если вы видите, что вы жестко по хп проседаете, у вас нет жрецов, тогда начинайте ролиться.
Но если вы можете потерпеть до 15 раунда, и при этом вы особо по хпшке не просядете, то я рекомендую покопить деньги, взять левый талант, заблокировать синергию, которую вам надо, и все. Я блокирую эльфов, потому что эльфы во втором тире до хрена. 4 фигуры. На секундочку. Так. Что тут у нас происходит? Что тут у нас происходит? Может, Хусика все-таки попробовать? Раз пришел, хотя мне уже тут нету. Или Лину, может, а не Эгиду. Не знаю. Так. На лустрик становится. Ой, вот это то, что там аптечка у человека, это очень плохо. Это очень плохо, потому что если соберет себе сильный билд, будет печально. Это будет фиаско, братан. Не, на самом деле все зависит от того, как мне сейчас будет Эгида приходить. Лина. Огр. Да и в целом все. Ну и предметы, естественно. Предметы это очень важно. Предметы это очень важно. Это чуть ли не критически важно для нас предметы. Так. Чуть-чуть рольнемся, чтобы в 100 монет не упарываться. Берем Хусика. Хусик идет так хорошо. Мы петуха покупаем. Блин, на самом деле Хусик очень хорошо идет. На 6-м уровне мне уже пришло 2. Еще, ребята, так жарко. Невыносимо. Если вы видите, что я просто сижу, у меня лицо блестит все, то знаете, мне просто нереально жарко, и у меня уже мозг вспотел. А я всего лишь одну игру сыграл. Вот это вторая моя игра на сегодня. Это жесть. Это жесть. Я как мороженка таю. Поэтому, если я какие-то ошибки совершаю, ребятки, знаете, я просто уже поплыл. Я уже просто поплыл. Мало ли того, что от этой игры фляга течет. Так меня еще и жара добивает. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Джаггер. Кстати, Джаггер имба. Кто уже играл на Джаггернауте? А ну-ка напишите в комменты. Как вам Джаггернаут через щит 2-го тира? Кстати, воины собираются, это то, что я вижу. Рыцари собираются. Ну, то есть будет такая игра, я так понимаю. Достойная. Очень достойная игра будет. Но это хорошо. Это очень хорошо, то, что будет очень достойная игра. Мне такие игры нравятся, когда, не знаете, будет с жестким противостоянием, чтобы вам показать, что это в действительности рабочий билд. Ну, в принципе, да. Что еще такое рассказать? Каких героев еще дополнительно докидывать? На самом деле мы хотим Дума докинуть. Вот в такую сборку мы хотим докинуть Дума. Дум нужен. Потому что Дум будет лететь по 2 целям. А дай бог вам еще и по предметам идеально все шло, то вы можете еще магическую призму закинуть в Дума, и будет Дум по 3 целям лететь. Это ж вообще космос. Просто прикиньте, один раз Дум закастовал по 3 целям. Стоит Огр, откатил способность и еще раз по 3 целям закастовал свой Дум. Это имба. Так, берем талик левый. Ну и поехали. Так, Эгида, отлично. Автопокупку ставлю, чтобы на всякий случай ее не провтыкать. Потому что я себя прекрасно знаю. В первую очередь я буду делать упор на Агра, на Кеза, на Лину и на Эгиду. Ну, естественно, Эгида Ух ты, Лина. Так, вот так. Вот так. Этих ребят, правда, не знаю, богов так хочется оставить, потому, блин. Сложный выбор, оставить богов или не оставить богов. Очень сложный выбор. Хочется оставить, если честно. Сейчас, если плащ-пальто выпадет, это будет вообще 10 из 10. Плащ-пальто. Чтоб не вы... Никто. Кулон падает, прикиньте. Мне кулон падает, когда он мне не нужен. И Огру 2 звезды, и Кез пришел. Да, вообще песня. Просто прекрасно. Жизнь мед. Но я на самом деле пока жрецов поставлю. Я уберу у Огра, поставлю пока жрецов, сделаю вот такую вот сборочку.
Точнее, ну да, вот такую сборочку. Можно, в принципе, сейчас предмет третьего тира поискать. У меня есть 2 лишних предмета. Они, конечно, мне помогают, но не так прям критично помогают. Разора не собираем, это дорого пока что. Пока собираем Лину, пока собираем Эгиду. И причем Лина неплохо идет. Дай бог, чтобы она сейчас быстренько в 2 звезды, в 3 звезды пришла. Ну. Кес, хорошо. Одну Лину дай, пожалуйста, побра. Из меня бесы выходят. Да ты шо? Ну это мед. 16 раунд. Лина в 3 звезды. Здорово. Все, мне осталось 3 гида найти. Все. Дальше идем в уровень. Это будет просто шедеврально, если придет и гида еще рано. Да нет вопросов. Шарбезны. Хочу. Хочу шарбезны. Давай, Эгиду. Эгиду. Ну, Эгиду. Хорош. Еще 2 эгиды. По-братски, дай их по-быстрому. Надеюсь, что мне еще и баночки нормальной хпшки восстановят. Это важно. Охренеть, чел на первом месте уже горного вождя нашел. Тут на самом деле, кстати, и в мою сборку хорошо заходит горный вождь, потому что он является воином. Плюс он давать будет контроль. Ну, посмотрим. Но это плохо, то, что там чел нашел себе горного вождя рано. Это очень... У него еще и шарбезно, вы прикиньте. Да ты шо? Да ты угораешь. Ну, Лина, ну какой агр. Еще разочек закастуй. Еще разочек. Еще разочек. Разочек. Давай, давай. А вот была бы сейчас у меня Эгида, то, скорее всего, бы я бы забрал его. Забрал бы его винстрик и просто срубил бы нереальный кэш. Так, иди отсюда, Марс. Замуж реально поставить уже сильный билд себе или так оставить? Я так оставлю. Может, так полегче будет. Все-таки, если несколько раз кастанет косу, то будет шикарно. Кстати, банки хорошо хп восстановили. Очень даже хорошо хп восстановили. Много баночек по 6 монет восстановили. Ой, по 6 монет. По 6 хп восстановили. Уже оговариваюсь, понимаете? Уже оговариваюсь и заговариваюсь. У Лины в 3 звезды 2000 хп. Интересно. Сейчас, если что, я поставил Лину на первой линии, чтобы ее начали бить, и она ману регенила. Потому что она и так долго регенить будет ману. Не откатил Огр способность. Ни Эгиде, ни Лине. Еще и Лина слутала Хекс. Печалька. Ладно, пока все хорошо. Ну давай, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну позязя. Мне не очень хотелось сейчас Эгиду апать в 2 звезды на скамейке. Потому что мне могло выпасть 2 яйца. И я мог ее быстро собрать. У чела на первом месте, ну просто нереальный стол. Ну это жесть, у него уже горный вождь 2 звезды. Это плохо, это очень плохо. Для меня это прям критически плохо. Этот горный вождь, как вы помните, это лютая имба. Пока я тут на 6-м пытаюсь находить себе Эгиду, типы уже там на 9-м уровне тусят. Ну, от этого игра только будет интереснее. И, кстати, ребята, я на такой сборке рекомендую вам играть только в том случае, если нет аптечки в игре. Потому что если в игре будет аптечка, будут такие вот типы, которые будут ее абузить, быстренько выходят в 10-й, там инсектоидов собирают, шаманов собирают, и будет очень тяжело играть. И, скорее всего, даже не вытащите игру. Ну, последнюю, пожалуйста. Как я рассчитывал, что это будет не Кез? Вот честное слово, как я рассчитывал, что это будет не Кез? Агра хочу в 3 звезды тоже собрать, если что. Огр нужен. Нужен 1 герой. 1 герой, пожалуйста. По-братски. Жалко, мастерской бумы здесь нет. Была бы мастерская бума, было бы отлично. О, фулл гоблины мехи, еще и вертолете керри. Ой-ой-ой.
А вот это подлива. Ну, я буду брать реликвию талантов. Надо. Все, отлично. Все, шикарно, прекрасно, замечательно. Жизнь прекрасна. Жизнь мед. Все, теперь тупо надо идти в уровень. Да будем докидывать пока что магов. А потом разберемся. Так, клевер мы можем поменять, в принципе, на посох. Поехали. Броня, это все не надо. Дюк есть. Спасибо. Это тоже хрень. Пу-пу-пу. А, чел на первом месте еще и на воинах будет играть. Но я на самом деле сейчас опасаюсь вот этого молодого человека, потому что на гоблинах мехах сидит, еще и Мьёльнир нашел для вертолетика. Дюк имеет волшебников плюс мехов. Но чел полностью сейчас меня контрит на воинах. У него шарбезные, плюс синергия воинов. Будет больно. Пару раз. Давай косу. Бэм! Ребята, я 1000 раз говорил и 1001 раз повторяю. Никогда не ставьте кучных героев. Особенно, когда против вас эгида. Это самая будет ваша жесткая ошибка. Кстати, тоже такой вот момент есть. То, что вы можете, в принципе... Пожалуйста, дай. О, призма, четко. Все. По сути, мне осталось теперь 2 предмета из 3-го. А, мы, кстати, по предметам не поговорили. Сейчас поговорим по поводу предметов. Но сначала я скажу по поводу грима. Договорю свою мысль. В принципе, вы можете поставить гримтача. Волшебника демона за 1 монетку. Вот его. Почему так? Смотрите, когда он накинет свои чернила, то когда прилетит коса в эти чернила, то по всем героям, на которых будет вот этот вот мазок, полетит коса. Да. Раньше эгида была ультра имбовой, потому что у грима не было маны. И ты просто ставил этого грима и спокойно себя чувствовал. И просто сносил все и вся. Давай косу по 2. Эх, не успел. Не, ну уже хорошо себя чувствую. На, просто 3 косы мог подряд зарядить. Хорошо. Мы идем сейчас в уровень. Берем 9. Зевс есть. Отлично. Ну это сок. Это сок. Можно, в принципе, баф людей сейчас поставить. Одного агра убрать и поставить баф людей. Еще нос чешется. Сейчас чихать буду. Ой, спасибо, кто пожелал мне здоровья, ребятки. Спасибо большое. И заранее извиняюсь, что чихнул. Я хочу забрать вот этот вот винстрик сладенький, такой вкусненький. По поводу предметов. Давайте пройдусь по топу предметов по эгиде. Начну с 1-го тира. ХП плюс 300, броня плюс 5, медальон имба. Медальон мы понимаем почему, да, потому что скилл наносит сам себе урон. Поэтому ХП плюс 300, броня, медальон. Можно, конечно, посох 1-го тира, можно, конечно, палочку Гарри Поттера, который блинк дает, если вас бьют. Но это такое себе. Самые топовые это все-таки медальон, хпшка и броня. Это самые топовые. Из 2-го тира что мы хотим? Ну, шапку можно, которая дает 25% резиста. Но самое главное, то, что мы хотим, это все-таки плащ-пальто. 50% резиста, это тебе не шутки. Хорошая тема. Еще инсект, кстати, собирается. Вот это вот, ну вот мразь. Я вот... У него хотя бы нету, этой, скажите, мать насекомого, но он играет через инсеков. Слава богу, что у него нету мать насекомого. Чел идеально сидел, хорошо себя чувствовал, решил тупо на инсеках поиграть. Мразь. Чтоб ты долго жил. Кстати, леший есть. О-о-о. Тут идеально можно было собрать бы 4 бога, 4 полуорка. Блин, это не тот типчик пришел. Тут горного вождя нет. Что я ждал. Так, о чем мне дальше? Так, за 2-й тир мы говорили. Можно еще, конечно, щит 2-го тира, который стаки дает. Тоже неплохо будет. Особенно если ранее эгида выпала и ранее щит выпал вам. И с 3-го тира что мы хотим? Самые топовые предметы называю. Это по очередности, соответственно. Посох 3-го тира. Магическая призма и наследие духа огня и шар бездны. Неправильно. Ну, короче, вы поняли. Вот эти вот 4 предмета это самые топовые. Все остальные предметы нужно смотреть по игре. Из 4-го тира что мы хотим?
Кольцо на агро, 120 блок урона, плюс 25% магического сопротивления будет неплохо смотреться. Но больше всего мы хотим БКБ. Цепочку можно, в принципе, потому что дадите контроль, и в этот контроль они не будут двигаться, и в это время прилетит коса. Плюс магический урон дает. Догон можно, но не такое. Ну, то есть смотрите по ситуации, что вам надо из 4-го тира. Из 5-го тира, что мы хотим, это... охренеть, я надамажил. Щит 5-го тира. Бессмертие. Хекс. И все. Вот, 3 топовых предмета. Хекс, потому что Хекс будет лететь по 2 целям минимум. Тут классные предметы, но они мне не нужны. Как и еще один шар бездны мне не нужен. Да, наша песня хороша. Начиная сначала, Саня в поисках посоха 3-го тира. Класс. Да, тяжелая игра будет. Очень плохо то, что мне не выпал предмет, то, что нужен. Очень плохо. Ну ладно, в принципе, мифриловый доспех пойдет в Лину. Пусть будет. В дальнейшем нужно обязательно будет Думу купить. Первоочередно мы заканчиваем с сборкой, которую я делаю, чтобы усилить себя. А потом уже буду докидывать по обстоятельствам. Но на самом деле здесь идеально можно было бы собрать 4 бога. 4 полуорка, 4 морских. Ну, даже морских можно и не собирать, мне, в принципе, и так живу хорошо. Вот 4 бога, 4 полуорка, а дальше докинуть кого-либо. Наблюдателей, там, и магов докинуть. Там, если позволит игра, то и в уровень пойти, там, сделать больше уровня, сделать себе вообще 4 полуорка, 4 бога, 6 магов, 2 наблюдателя. Если бы можно было, тут 4 наблюдателя. Надо будет как-то попробовать 4 наблюдателя собрать, но не в этой игре. В этой игре тяжело вообще. Очень тяжело дышится. Если повезет у этого типа забрать Винстрик, станет чуть-чуть попроще. Так, у него на правой стороне они находятся. Хочу двойных мобов. Очень хочу двойных мобов. Так. Омника там тип нашел с мехом. Я опасаюсь типа на первом месте. Он очень жесткий. Еще и темпларку нашел сверху. Ладно, пока не буду ставить напротив горного вождя. Не хочу, чтобы он мою эгиду взял под контроль. Бэм. Просто стер в порошок. Надо наследить дух огня. И нужен посох 3-го тира. В идеале сейчас бы закрыть 6 магов. У меня тогда будет просто сильный стол. Так, один типчик вылетел, хорошо. Так, это мы скипаем. Так, наследие духа огня берем. Еще предметы выпали, отлично, пойдет. И еще... А, кстати, вот эта вот перчатка 1-го тира, она тоже неплохо зайдет. Потому что, по сути, все герои, они будут дороже стоить, чем эгида у ваших противников. Не нравится мне там Вига. У него Омник в 2 звезды. У него керри нету пока что. Я надеюсь, что ты сейчас сдохнешь. Просто, чтобы ты вылетел из игры сейчас. Он очень слабый, на самом деле, этот инсек. Его вообще сейчас не опасаюсь. Просто сама суть, то, что он собирает инсеков. Фу! Мерзость! Извиняюсь, ребятки, из меня бесил. Агоним. Нет. Да нет. Я худею. Идеальные предметы у него. Идеальные. Я в шоке. Это будет тяжелая игра. Это будет очень тяжелая игра. Ну ладно. Имеем то, что имеем. Мы чисто втроем остались. 20... На самом деле такой абсурд. 29-й раунд, мы остались втроем. Жесть.
Инсек, воин и я. 29 раунд. Да. Это жестко. Но. И, кстати, Эгиду жестко душит щит 5 тира. Запомните, щит 5... Ну, щит 5 тира, по сути, всех душит. Вы и так это сами знаете. Я так распиарил этот щит 5 тира, что вы сами все это прекрасно знаете. Правильно? Нет смысла, как бы вам об этом говорить, повторять. Так, я надеюсь, что там сейчас инсек вылетит. Надо паролиться чуть-чуть, надо усилиться. Ты что, на 1 хп живет, падла? Ладно, богов будем ставить. Скорее всего, полуорков поставлю все-таки. Дюк не нужен. Хочу двойных мобов. Пока что богов поставлю чуть-чуть. Да, надо будет здесь через богов и полуорков играть. Почему именно полуорки? У кого такой вопрос назрел. Я буду давать контроль. Стан на 1 секунду каждый раз, когда буду пробегать в области одной клетки. Это очень много. Рандомить надо, все это мне не надо. Можно было бы... Коса выпала. Ну, если каким-то чудом я его буду сносить, то я эту косу реализую. Котел. Вертолет. Джекира. Ладно, можно магов сейчас поставить. Пока что поставим магов. Я очень хочу еще агра видеть. Надо в экономику выйти. Думав, пока продам. Тяжело будет законтрить горного вождя. Дум может законтрить, но я знаю свою удачу. Дум будет лететь туда, куда вообще не надо. Так, инсект, здорово. Держи тебе косу в лицо. Ой, дурак я. Как думаете, какую ошибку совершил? Я настолько задумался, как контрить этого гребаного чела на воинах с горным вождем, что я забыл активировать. Ой. Ладно. Просто паник в свои мысли. Я хочу агра найти. Нужен огр. Ладно, пусть будет. Ладно. Так, ну что, я заберу тебя или не заберу? У тебя такой огромный винстрик, я его хочу забрать. Сюда, мой сладенький, ты просто лучший. Какой же ты красавчик, просто. Тупо лучший. Он мне столько опыта отдал, он мне столько денег отдал. Он мне просто за то, что я активировал реликвию, косу, он мне дал 36 опыта за свой винстрик. 36. Жесть. Он решил темпларку кирить. Все понятно, нужен дум. Теперь 100% нужен дум. Я не пробью темпларку, если не найду дум. Сейчас будем искать дума, будем ставить дума.
С Думом я себя буду уверенно чувствовать. Особенно, когда у меня Огры есть. А если выпадет с 35-го раунда мне еще и магическая призма, то там забей. А знаете, в чем плюс? Ну, это и минус одновременно, но и плюс. Смотрите. Сейчас этот молодой горячий, у него 100 хп. И из-за того, что мы с ним 1 на 1 деремся... Из-за того, что мы с ним 1 на 1 деремся, у него сейчас будет по 50% отнимать хпшки. И это жестко. Это очень жестко. Надо искать призму. Чтоб по 3 целям закинуть. Хотя, на самом деле, надо потерпеть. Надо потерпеть. Хочу агра, очень хочу агра. Огр в 3 звезды меня нормально так бустанет. Что, неужели я сейчас вынес его? Да нет, это бред какой-то, не могу. Не-не-не-не-не-не-не. Прикиньте, он еще и скилл лешего украл. Вот это смешно, конечно. Скилл лешего стырил. Это сильно. Это серьезно сильно. Скилл лешего. Щит темпларки. Где мой... Надо было, думаю, не продавать, походу. Так. Ну, тут без разницы вообще, какую... какой талант я возьму. Вообще без разницы. Потому что у меня есть реликвия талантов. Кстати, Квапа тоже неплохо может помочь. Ладно, богов я не буду доставлять. Думчик сюда. Лешего продаем. Богов выбираем, короче. Так, капаем Джекира. Кеза продадим. Квапу поставим. Дума поставим. Агран надо найти. Каким-то чудом. Башер. Кстати, Башер это что же имба? Он играет через темпларку, через гордого вождя. Сработает Баш и все. И гуляй Вася на матрасе. Квапа, хорошо. На, Квапа. Можно одного мне, пожалуйста? Зевс, отлично. Вместо цемочки поставлю. Или может вместо Разора поставить? Манреген все-таки как-никак. Сейчас расстановку делаю под игра, чтобы Огр откатывал способность. Квапу на первую линию ставим. Горного вождя покупать не будем. Яйцо еще одно. Джекира. Я понял. Невозможно найти. Агра. Вот у меня, знаете, такой маленький челлендж чисто для себя. Я хочу найти агра. Мне нужен гребаный Огр в 3 звезды. Просто челлендж для самого себя. Но... И думчик, и думчик. И думчик в темпларочку. Просто минус 30. Сюда, сладкий. Я думаю, это в шоке сидит. Ну да яйцо уже хотя бы, пожалуйста, игра. Вот я же сейчас продам агра, и 100% придет Огр. Не знаю, я хочу предмет 3-го тира взять. Но мне хочется и предмет 5-го тира. Щит 5-го тира просто мне очень поможет. Да много чего мне поможет, по факту. Не, ну нанести ему минус 30, я думаю, он там реально в шоке. Еще и морских закинул. Ну да, давай. Ой, Дум полетел. Боже, Дум, какая же ты просто лучший сегодня. Как же ты меня радуешь. Дум 2 раза подряд кинул в темпларку. Я тебя сейчас разорву. Где мой, мать его, Огр? Я хочу закрыть свой гештальт. Мне нужен этот Огр в 3 звезды.
Ладно, хрен с ним, поехали. Призма. Надо призма. Призма. И в Дума. Чисто по 2 целям. Дай бог теперь, чтобы Дум не сдох. Он у меня в 1 звезду. Поживи 1 раунд. Чуть-чуть. Давай я тебе сейчас не минус 30 дам, а чуть-чуть нанесу. Поставлю Дума. Договорились? Точнее, агра. Дума и агра. Еще разочек Думу. 5 хп осталось, типа. Наконец-то это свершилось. Но я не могу купить, потому что денег не хватает. Приходится продавать Дума. Отлично. Отлично. Все, я закрыл свой гештальт. Огр в 3 звезды собран. Посмотрим, насколько он будет импактовый. Но прикинь, сейчас вот такую бы сборочку чуть-чуть усилить получше. Поставить 4 бога, наблюдателей, магов 6 штук. О, да-да-да-да-да, так кучные ставь. Если он сейчас так кучно всех оставит, это будет просто имба. Это будет лучший. Просто лучший чел. Не успел немножко Зевса поставить. Ничего. Радиуса должна хватить у Огра. У Огра огромный радиус. Бэм! Чел, ты просто гений, запомни. Всегда против Эгиды, когда это играешь, всегда ставь так кучно. Ты просто умничь. Молодец. Да. Откровенно говоря, Типок против меня вообще не доиграл. Это было жестко. Это реально было жестко. Он тупо не доиграл. Серьезно, он не доиграл. Он очень жестко не доиграл. Не, может быть, он щит 5-го тира не нашел. Может, его идея заключалась в том, что он найдет щит 5-го тира и будет себя комфортно чувствовать. Но он этого не нашел. Плюс он морских поставил. Ну, оно ему не особо тоже помогло. Ну, игра в целом охренительная получилась. Не знаю. Я кайфанул. Я, если честно, думал, что мне не поможет здесь ничего уже. Я думал, мне ГГ будет. Но несколько раз прилетел адекватно Doom, плюс у меня есть Зевс, и, соответственно, я ему дохренища урона наносил. Не, на самом деле, вот пришло бы побыстрее все. Вообще ж была бы песня. Ну ладно, я в принципе доволен. Вот такой вот результат. Не самая лучшая моя игра, конечно. Наделал там немножко ошибок. Но, ребят, вот. Вот Эгида красивая. Четко. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.